Что нельзя делать на кладбище, почему не стоит ходить на кладбище в одиночестве? Когда речь идет о том, что человеку трудно объяснить, в ход идут приметы и суеверия. Похороны, поминки и кладбища, раздолье для знатоков из народа, чем только не пугают скорбящих. А они то ли по незнанию, то ли потому, что так принято, безоговорочно подчиняются ненужным обычаям и охотно верят в предрассудки. Иногда подобного рода запреты похожи на абсурд. А люди, находясь в состоянии глубокого эмоционального потрясения, исполняют все безоговорочно, не пытаясь вникнуть в смысл этих действий. Многие уверены, что приметы на кладбище нужно соблюдать всегда, иначе навлечешь на себя много проблем. Давай разберемся, какие они правила посещения кладбища с точки зрения народных экспертов. Что нельзя делать на кладбище? На кладбище нужно заходить только через боковой вход, через центральный, только на похоронах, с открытыми руками. А если в руках сумка, нельзя зажимать ее в ладони. Необходимо перевесить сумку руку, чтобы все пальцы и кисти были открыты. Нельзя оборачиваться, уходя с кладбища. На кладбище нельзя заходить после захода солнца. К мертвым с пустыми руками не ходят. Всегда нужно брать с собой еду и выпивку для усопшего. Уходя с кладбища, брось на могилу откуп, несколько монет. Если на кладбище что-то упало, поднимать вещь нельзя, оставь ее покойнику. Детям и беременным запрещено посещать похороны и место упокоения даже на родительский день. Души умерших могут забрать душу младенца с собой, или в нем поселится чужая душа. Не жалуйся на жизнь возле могилы, иначе покойник заберет тебя к себе. Недопустимо приходить на погост в открытых босоножках или обуви на высоком каблуке. Споткнуться на кладбище не к добру. Еще хуже – упасть. На кладбище нельзя рассказывать об успехах и достижениях в жизни, чтобы здесь все не оставить. Уходи с кладбища всегда той дорогой, которой пришел. После посещения кладбища нужно выбросить обувь, чтобы не занести в дом кладбищенскую землю, а ноги согреть над огнем церковной свечи или в горячей воде. После похорон ни к кому нельзя заезжать в гости, привезешь смерть в тот дом, в который заехал. Кошки или другие животные на кладбище, души умерших. Черная кошка – ведьма или мечущаяся душа грешника, а белая – душа праведника. Как видишь, большая часть этих советов – предрассудки, которые не поддерживает православная церковь. Большинство из них можно объяснить, а в остальные лучше не верить. Дважды подумай, прежде чем выполнять подобные действия. Да, беременным лучше не ходить на кладбище не потому, что темные силы повлияют на ребенка, а потому, что это дополнительный стресс. На самом деле все зависит от решения будущей мамы. Если она не хочет испытывать лишних волнений, лучше пойти в церковь, помолиться и заказать панихиду по усопшим. Но если горе случилось давно и женщина уверена, что ее психика способна выдержать такое потрясение, то, будучи беременной, кладбище посещать можно. Всегда можно. Каждый верующий христианин должен научиться отделять зерна от плевел. Да, в местах захоронения нужно вести себя благоговейно. Смех, шутки и бытовые разговоры не рекомендуются. В таком месте лучше не фотографироваться. Нет разницы, с какой стороны кладбища подходить к могиле, но однозначно не стоит лезть через ограду. И ходить по чужим надгробиям неэтично. Да и ночью существует риск упасть, удариться о надгробную плиту. А запрет на посещение кладбища в одиночку касается слишком эмоциональных людей. Будучи в скорби, они забывают о себе, что тоже нельзя собирать и есть на кладбище ягоды, умываться и пить воду из местного источника. По понятным причинам родник, бьющий из-под земли, в которой находятся разлагающиеся останки, источник многих инфекций. Поэтому убирать на могиле лучше в перчатках и после хорошо вымыть руки, обувь и инструменты водой. На кладбище усопшего вспоминают молитвой. Не надо произносить приветствий или выдуманных фраз, а тем более заклинаний. Не стоит нести на могилы пышные пластиковые венки и цветы, все искусственное является символом лжи. Кроме того, такие изделия быстро теряют вид. Их утилизация вредит живым людям и окружающей среде.